Привет! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня я взял интервью у моих родителей, у моей мамы и у моего папы. Я спрашивал их об их опыте жизни в Советском Союзе, о том, когда они были маленькие, когда они были подростками и когда они уже стали взрослыми. Если вам это интересно, то оставайтесь, продолжайте смотреть и не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Ну что, готовы? Поехали! Всем привет, меня зовут Виктория, я из России, проживаю в городе Иркутске, работаю в туристическом агентстве, дарю людям отдых, классные эмоции, путешествия. Меня зовут Беймуратов Камиль Рашитович. Ну, я небольшой предприниматель, у нас небольшая фирма. Сейчас занимаемся вединговым оборудованием, то есть торговые автоматы по городу стоят. Ну, вот вроде бы все. Раньше у меня была сеть магазинов парфюмерии и косметики. Лет 15 занимался, но в какой-то момент зашли большие сети, и мы прогорели, поэтому перешел на другой бизнес. Ну, пытаюсь, ушел от людей. В том плане, что было много очень работников раньше, сейчас гораздо меньше. И просто мне нравится уже работать с автоматами. Они с ними проще. Это не люди. Это машины. Да, это машины. То есть я перестал нервничать и с удовольствием работаю с машинами. Ну, родители надо мной подсмеивались, но я на самом деле помню переезд с одного дома в другой, в нашу новую квартиру, но мне тогда было всего 2 месяца. Они смеялись, что я могла рассказать о том, как это было, своими глазами, мое восприятие. Тогда шел снег, мы ехали на грузовике. Но я правда это помню, я не знаю почему. Ты знаешь, я просто помню маленько, мы жили на улице Киевской, в центре города Иркутска. У нас была двухкомнатная большая квартира, вот мне такое воспоминание. И у нас был кот, который играл со мной. Он просто тупо играл, то есть мы с ним играли в прятки. То есть я бегал его искал, а он меня лапкой так раз и убежит. Ну, я не знаю, там мне было, ну, может быть, года 2 или чуть больше года. Вот так вот, это мои воспоминания. Мои родители были рабочие, работали на заводе имени Куйбышева. Там у нас работала династия по папиной линии. Дед, который ушел с завода на Великую Отечественную войну и не вернулся. Бабушка, папа, братья его. Все это прописано даже в книге было, да, о заводе имени Куйбышева. И дед висел на доске памяти, как воевавший, не вернувшийся с фронта. То есть много поколений, да, получается? Да, несколько поколений. Я не уверена за прадеда, но мой дед, да, работал и на заводе ушел с завода на фронт. Хотя у него была бронь. То есть он мог не идти на войну, да. Родители работали в милиции. Мама была старше отца на 6 лет. Она была старший следователь по особо важным делам. В то время была первый полковник в СССР. То есть не было женщин-полковников в следствии. То есть она была старший следователь по особо важным делам. Ее привлекали к раскрытию каких-нибудь особо важных дел в СССР тогда еще. Она участвовала в каких-то как там были бригады выездные. Она ездила, помню, в Узбекистан, ездила в Москву, где-то какие-то золотые дела, которые кражи золота были, и принимала участие. У нас дома лежат же грамоты, ордена и медали ее. Ну, еще что-то сохранилось, по крайней мере. Отец был маленько помладше, на 6 лет мамы, но он тоже работал в милиции. Он тоже работал в следствии сначала, потом уже, я так понимаю, он был сначала начальник какого-то следственного отдела, потом начальник райотдела милиции города Иркутска. Это первый райотдел, то есть создали Куйбышевский, он был первый. Потом он был
начальником штаба УВД города Иркутска. Он уже был подполковник. Ну и на этой должности он получил инфаркт. Инфаркт, он болел, как бы лечился, потом уже его, ну, с таким диагнозом, как бы он уже как бы никуда не пошел. Дальше его назначили начальником областного паспортного стола он был. Ну и потом оттуда он ушел на пенсию. Вот. Мама тоже, она как бы серьезно болела, потому что, ну, короче, у нее был рак печени. Она ушла на пенсию, и еще потом, наверное, проболела лет 5 и умерла. Вот. А папа тоже от инфаркта умер. Тоже после, он где-то в 55 ушел, а до 60 не дожил. То есть они буквально после работы года 3-4 жили и умирают все. Ну, то есть раньше была серьезная как бы работа в милиции, очень много нервов, поэтому недолго жили. И в том числе сейчас, чем я работаю, я стараюсь не нервничать и жить для себя. Ну, тогда у нас не было такого разделения на богатых и бедных. То есть мы жили как все, обычно, от зарплаты до зарплаты. В какой-то момент, когда папе захотелось купить машину, пришлось, так сказать, затянуть пояс. Есть такое у нас русских выражение. И долгое время экономить на покупке там одежды. Я помню такой момент. Это было не 1 год, это было года 2-3. Маме пришлось продать все золото, которое там у нее было и досталось от бабушки. Да, и чтобы вот, то есть, ну, машина была куплена. Заняли долг деньги, да, и пришлось расплачиваться. Причем машина была очень старая, это был «Москвич», там 400, я не помню какой марки, но это была старая машина. На тот момент уже были более новые современные машины, но вот родители выбрали такую, потому что было сложно купить эту машину. И я помню свои эмоции, когда сестра ходила в старом таком некрасивом пальто для меня. Она сама стеснялась этого пальто, а я переживала, что это пальто достанется мне потом еще в наследство. Потому что как бы я знала о тяжелом положении финансовом в семье. Я смотрела на это пальто и с ужасом думала, что мне придется его еще носить. Потому что, ну, так всегда было, что от старшей сестры вещи пришлось донашивать мне. То есть, ну, до вот этих моментов у нас, в принципе, были очень хорошая одежда. В принципе, все было хорошо. Родители часто ездили из-за границы, и покупали мне красивые, новые, модные вещи. Это не в каждой семье у детей такие были. И вот настал такой момент, когда папе захотелось эту машину. И все средства кинули на ее покупку. Ну вот, было такое. Не знаю, как по сравнению с другими. Я знаю, что вот многие как бы жили неплохо, то есть были деньги. У нас никогда не было денег. Я помню, всегда были от зарплаты до зарплаты. Отец занимал деньги. У нас вроде как бы было немного. Вот, то есть моя сестра, я, мама и папа. Я вот все вспоминаю, то есть я тебе тоже рассказывал, что был момент, когда я спрашиваю: папа, слушай, ну хочу яблок. Яблоко? Да, он говорит: сына, у нас яблок много. Я говорю: папа, ну где яблок много? А мы жили на Первосоветской, тогда уже я пошел в школу. Я в школу уже пошел, значит, 7 лет уже было, может, 8. Он открывает на кухне подвал, показывает там картошку. Говорит: сынок, это говорит, яблоки русские. То есть, вот эта картошка, говорит, наши яблоки, кушай на здоровье. Ну, мы не были избалованы. Отец, хотя имел очень много, как бы сказать, возможностей, но он не пользовался. Он сам мне говорил, что я хочу спать спокойно. Я никому не хочу быть должен. И мама такая же была точно. То есть они никогда никого ничего не просили, всегда жили так вот очень скромно. У нее все подчиненные имели машины, там что-то, я не знаю, квартиры, гаражи. У нее машина появилась, когда он уже ушел на пенсию. И то каким-то образом ему дали списанную, там какая у нас это, Жигули-то, единичку. Отдали. Мы ее, помню, долго вдвоем ремонтировали, ну и на ней катались. Но, помню, тормозов там точно не было. Ни резины, ни тормозов. Поэтому это было сложно. То есть отец был очень порядочный человек. Я всегда за это уважал его. Я вырос в Иркутске, родился в Иркутске.
Я коренной иркутянин, у меня отец уже, наверное, лет, там, не знаю, там 200 или 300 здесь живут, как бы наши родственники. Я так, отец говорил, что они их сослали сюда еще когда Салават Юлаев. То есть у нас было, когда, помнишь, Салават Юлаев, он же был вместе с Степаном Разиным, то есть как бы там, это было такой был бунт. И вот после того нас сюда сослали. И вот мы с того времени здесь живем. Это со стороны отца. А мама, они, то есть отца ее выслали, ну, где-то выслали с российских рубежей, там я не помню какой город. Они жили, по-моему, в городе Зиме. А оттуда она уже перебралась в Иркутск, потому что она закончила госуниверситет. Это первый курс госуниверситета у нас был юридического факультета. И вот она первый курс закончила здесь и работала уже в Иркутске. Ну, в городе Иркутске, родилась в городе Иркутске, всегда в нем жила. Сначала это был микрорайон Юбилейный, есть такой на отдалении. Тогда получили родители двухкомнатную квартиру. И мы туда переехали, как раз мне было тогда всего 2 месяца. И до 2 класса мы жили вот в этом микрорайоне Юбилейный. Ходила в школу сначала, там номер 18, потом номер 4, это была новая школа. Но все-таки нас было 4, мои родители и моя старшая сестра. И тогда еще на заводе, то есть от предприятия можно было получить квартиру. Как бы постоянные наши заявления, просьбы родителей расширить нам площадь, жилплощадь, и нас услышали, и нам дали новую квартиру в центре, недалеко от самого завода Куйбышева. Это район называется Площадь Декабристов. И мы переехали в новую, уже тогда 3-комнатную квартиру. Вот до своего замужества я всегда жила там. Да, их давали бесплатно, но не всем давали. Ну, я не знаю. То есть я была тогда ребенком, я сильно в это не вникала, но я помню, что папа ходил не раз там, к начальству, очень долго, и ждали мы это несколько лет, но в итоге все-таки нам эту квартиру дали. Ну, ты когда была маленькая, ты ходила в детский сад, да? Конечно, других вариантов не было. Ну, была даже ясельная группа, когда грудничков отдавали в детский сад. Я даже помню этот момент, когда в нашей группе, в ясельной, она была на 2-м этаже. Я помню до сих пор вот эту картину, когда на 1-м этаже была грудничковая группа, малышки там лежали вот прямо в кроватках детских, приходили там нянечки, носили им там бутылочки с молоком и вот давали им. Тогда не было такого длинного декретного отпуска у женщин, и да, им приходилось вот таких грудничков, можно сказать, отдавать в детский сад, чтобы работать и обеспечивать свою семью, да. То есть все вот так работали. Это уже в более поздние сроки женщинам увеличили декретный отпуск. Не просто ходил. Дело в том, что у меня же родители были милиционеры, и я начал не с детского сада даже, я начал с яслей. То есть я был в круглосуточных яслях постоянно. То есть это было где-то, вот они меня в понедельник сдавали, и до пятницы, может, до субботы я круглосуточно был там. Ну, мама иногда забегала ко мне. Там, может быть, на день приезжал домой. Потом это плавно перешло в детский сад. Детский сад примерно такой же был. Тоже, то есть все время находился в детском саду, спал там, ночевал. Даже доходило до того, что, вот, допустим, летом мы уезжали, детский сад уезжал в какой-то как лагерь. Я 3 месяца, там 3-4 месяца находиться полностью там. Родители приезжали, конечно, раз в неделю. Бывало, но раз в месяц приезжали. Потому что, во-первых, они очень много работали. То есть это у них было очень много работы, и они были заняты постоянно. То есть, по крайней мере, точно вот, что ясли, детский сад, я круглосуточно провел где-то там с людьми. Родители очень много работали, да, и впоследствии уже стали работать, мама стала работать несколько смен, то есть это была там ночные смены даже были. Да, я помню очень хорошо, что во 2 классе мне пришлось обрезать длинные волосы, потому что я не умела заплетать косы. Да, и так как мама работала посменно, и я иногда не успевала меня заплести,
мне косички, да, мне пришлось вот обрезать волосы из-за этого, да, вот, чтобы просто причесаться и пойти в школу, да. Родители много работали, да, на самом деле. И в том числе примерно и то же самое была школа. То есть после школы до 8 класса я все 3 сезона всегда находился в пионерлагере. Я там прошел все ступени, пока меня туда не выгнали. Потому что уже, когда в первом отряде я был 3-й год, и я знал всех деревенские знали меня, мы все дружно, тупо, я с утра вставал и убегал, они за мной заезжали на мопеде, на мотоцикле, и мы уезжали купаться куда-нибудь там в деревню, то есть куда-нибудь там километров 20-30. Мне уже было лет, наверное, 16, да нет, какого 16, что я вру-то, 16. Лет, наверное, 14-13, скажу так. Потому что я начал с 7 лет, то есть если даже не с 5, нет, 6 лет. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А у нас было всего лишь 10 отрядов. И я в первом отряде уже потом просто 3 года подряд находился. И я просто, потому что в этом месте был много раз, меня все знали прекрасно деревенские ребята, мы с ними дружили, играли в футбол. И я всегда, то есть в какой-то вот на 3-й год уже в первом отряде я просто тупо не находился в отряде вообще. И в конечном итоге дошло до того, что ко мне как-то, пытались что-то женщины меня спрашивать, там эти, я, как-то я от них что-то отбивался. А когда меня начал учитель физкультуры бывший, требует, чтобы я там как бы слушал туда-сюда, как бы я развернулся, послал его на 3 буквы. И срочно вызвали отца, и у меня отец забрал, сказал: больше ты уже в первый лагерь ездить не будешь. Ну и все, как бы. Я не хотела учиться в старших классах, я не любила учиться в школе. Я училась хорошо, но я не любила учиться. Учителя у нас были достаточно старые в школе, они были какие-то озлобленные всегда. На нас, на всех, не то что на меня, там на всех кричали. То есть у них не было уважения к детям. Не знаю, как сейчас в школах, наверное, такого сейчас учителя себе не позволяют. Но тогда это было как бы нормой, видимо, воспитания, обучения. Да простят меня мои учителя, я не знаю, живы они сейчас или нет, но отношение к школе было негативное. И я не хотела заканчивать уже там 9-10 класс, и я поступила в педагогическое училище. И настолько была большая разница между обучением вот в этой средней школе и в педагогическом училище, когда к нам совершенно по-другому относились педагоги, и учиться стало очень интересно, учиться хотелось. Я закончила училище с красным дипломом. То есть, да, то есть мне прямо так и классный руководитель сказал: ты можешь учиться на одни 5, и действительно, как все получилось, и училась в удовольствие. Отработала потом 3 года в детском саду, приняла детишек в младшей группы и довела их до подготовительной. Ну, потом ушла в декрет с тобой. Больше, конечно, как бы желания не было возвращаться в детский сад, потому что это, я не скажу, что это было мое призвание, это просто был мой выбор, так сказать, уйти со школьной жизни в более взрослую жизнь. Ну, потом родился ты, я занялась твоим воспитанием. Ну, во-первых, конечно, я, скажем так, не фанатик был шахмат и тому подобное. Я всегда играл, особенно в детстве мы играли казаков-разбойников, очень много, когда были маленькие. Играли в хоккей, то есть я зимой целыми днями, когда была возможность, пока родителей не было, чтобы не заниматься уроками, я носился в хоккей. У нас была хорошая коробка на Первосветской. Коробка — это такое как бы место было огороженное, залитое. Как бы хорошо было, что дом управления всегда заливало каток. И мы там всегда играли в хоккей. Я круглые сутки гонял. Я помню, в какой-то момент приходил домой, в такой степени замерзший, что я не снимал с себя штаны. Они просто так вот, я с них слезал, ставил их в угол. Потому что они были просто... И как бы, и залезал в ванну, чтобы маленько отогреться. Летом играли в футбол, хоккей. Но это вот было до того времени, пока не начал заниматься спортом. После этого, да, я как бы постоянно занимался спортом. Были моменты, когда летом мы занимались и по 2, и по 3 раза в день. Особенно если какими-то там перед соревнованиями, там целыми днями. Я даже помню такие ситуации в школе, когда прихожу на физкультуру,
все занимаются, а я лежу, сплю на лавке. Мне разрешал физкультурник, потому что я говорил, у меня сборы начинаются, то есть я там утром, вечером и днем еще успеваю потренироваться. Я говорю, у меня сил просто тупо нету. И я после этого уже начал ездить в спортивные отряды. Ну и как бы там, конечно, никого не пошлешь. Могут послать тебя и очень надолго. Тренера там жесткие были. Где-то я вот 6, 7, 8, 9 класс ездил в спорт-отряды. Мы там занимался плотно спортом, именно дзюдо. Первый год я занимался под руководством, был у нас такой тренер в ГВФ. Буквально год, то есть это как бы подготовка была. Потом мы от него ушли. Фамилия была Кадыров, кстати говоря. Кадыров? Да, Кадыров фамилия. Кадыров был татарин такой, летчик татарин. Он до сих пор жив, я иногда встречаюсь с ним, мы с ним в очень хороших отношениях. Перешел потом я в труд, даже не труд, вымпел назывался тогда этот зал. И там попал я к тренеру Фарков, фамилия у него была. Очень талантливый мужичок был. Он собрал вокруг себя там нас ребят 1 года примерно, хорошо тренировал. И под его руководством года 3 подряд мы ездили как сборная трудовых резервов, выигрывали все подряд. Я вплоть вот ездил там иркутские, все выиграл соревнования, районные, городские, областные. Потом начались уже, нас уже готовили как областную команду, как базовую. Мы ездили там зональные соревнования. Я ездил, ну, то есть мой как бы рекорд был 4-й. Я на России по трудовым резервам я занял. Занимался борьбой, называется дзюдо. Да, занимался где-то ей лет, наверное, 8, если не 10. Потому что потом, после школы, я сразу же не поступил в институт. И еще год тренировал детей в детской юношеской спортивной школе. Так как я был кандидат в мастера спорта, мне спокойно как бы присвоили категорию, и я начал тренировать детей. Я год тренировал детей, они были, правда, были некоторые дети чуть старше, то есть младше меня на год, но все равно меня все называли Камиль Рашидович. Я когда, помню, пришел, там директор этого спортшколы, он говорит, ты обязан, чтобы они тебя называли по имени. Я говорю, как я могу? Он меня младше на год. Это, говорит, обязанность такая, ты должны называть Камиль Рашидович. Я говорю, ну ладно. А потом как бы привык, ну ничего, ты вроде как бы год тренировал. Не скажу, что мне это нравилось. То есть, ну, мне нужна была какая-то работа, и как бы я вот просто попробовал себя в качестве тренера. Ну, скажу так, что я как бы, не знаю, чтобы быть тренером, кроме любви к самой борьбе, к детям, все-таки нужна какая-то усидчивость и нужен конкретный план. Я же нигде не учился, поэтому мне было сложно. Я, конечно, пытался что-то читать литературу. Ну, для меня, вот, допустим, первый год, когда я был в течение года тренировал, достаточно было сложно. Я пытался там что-то, ходил, ездил там на курсы, нас приглашали, как правильно тренировать. Ну, потом, по крайней мере, я не пошел что-то по этим стопам. Все-таки с детьми работать это очень сложно. Надо уметь и работать, и любить детей. Мне нравились всегда какие-то такие, знаешь, космонавты, там, моряки. Я помню, когда мы ездили с папой на курорт в Анапу, я очень в детстве часто болела. И воспаление легких, такое нехорошее заболевание, да. И нам дали с папой курсовка, путевка, то есть именно на лечение. Вот мы приехали в Анапу, это был март месяц, мы ходили на море, то есть нам говорили ходить, дышать почаще на море, купаться тогда еще было холодно, и приходили моряки на пляж, ну, на берег. Вот. У них была очень красивая форма, я на них смотрела и ну, то есть как бы восхищалась ими. И я папе говорила, я тоже вырасту, буду моряком. И папа мне сказал, нет, ты не сможешь быть моряком, потому что это девочка. И, ну, мне прям тогда сильно это вот разочаровало, что я девочка. И вот когда мальчишки там играли, говорят, я там один буду танкистом, другой там космонавтом. Я хотела быть моряком, но вот нет. То есть, ну, это прямо такие сильно ранние воспоминания. Мне тогда было 3 года всего. Да, ну вот, а постарше, ну, каких-то не было таких особых желаний, кем стать. Ну вот, пошла учиться на педагога. Да, я была пионером. Да. Меня принимали в пионеры на заводе имени Куйбышева. Это было все
торжественно. Принимали около доски почета, памяти, где был прописан наш дедушка Николай Вахмянин. Это придавало какую-то особую торжественность и гордость, что вот именно в этом месте меня принимают в пионеры. Да, мы давали клятву. Ну да, помнится, меня приняли сразу 4-го в пионеры. Потому что я был достаточно так хулиган. Не скажу, чтобы хулиган в таком плохом... Ну, такой распиздей, скажем так. Меня там с 3-го раза приняли. Тогда патриотизм в России, тогда еще был Советский Союз, он был, и, ну, действительно, гордость какая-то была, что вот именно в этом месте меня принимают в пионеры. Не всех тогда нас приняли, даже, ну, да, тех, кто мальчишки учились хуже, хулиганили, то есть их на тот момент не приняли в пионеры. То есть это не было тогда, что нас вот всех дружно, весь класс пошли и приняли в пионеры. Ну, то есть какой-то, я не знаю, был отбор. Ну, вот. Ну, по итогу принимали всех, но как-то вот нас не единым таким, чтобы классом, что раз, и все вот привели, и всех, так сказать, повязали нам галстуки. Нет, это на тот момент было выборочно. Но несколько человек в нашем классе уже были к этому моменту пионерами. Пионер всем ребятам пример. Ну, нас воспитывали на советских книгах. Мы все читали Гайдара. Тимур и его команда, есть такая книга. Ну, достаточно интересная для детского возраста, где он помогал старым людям. То есть, ну, в принципе, ничего плохого вот в самой вот этой пионерской организации это не было. Такой настрой был на именно правильные поступки. Были пионерские правила, я их уже не помню, ну, там, сколько их было, тоже по списку не помню, но это было достаточно их много, там, может, 30, я не знаю. То есть можно, в принципе, поискать, загуглить. Наверное, это можно найти для интереса, эти правила пионеров. У меня были друзья хитрые такие. Мы, помнится, в 7 классе изобрели такой юность-держинец. Сделали команду, что мы ходили по школе постоянно на все мероприятия, допустим, там 7 ноября, там 1 мая, вся школа выходила на демонстрацию. Несли транспаранты, и надо было как-то, ну, надо было что-то такое, чтобы охранять нашу колонну. Мы придумали вот юность-держинец, у нас было там 2 еврея, Боря Рожанский и Серега Решетников. Вот они это придумали, это как бы наши друзья были. И мы создали эту, то есть юность-держинец, как бы, и занимались тем, что мы охраняли, ходили с повязкой, охрана нашей колонны. Короче, все таскали какие-то эти транспаранты, а мы с этой повязочкой такие гордые, хитрые. Ну вот это то, что вот я вынес из пионеров и из комсомола, потому что ничего для меня это не значило, в принципе. Только вот больше возни, там сборы эти, собирали деньги какие-то по копейке, там на комсомольские. По поводу пионеров, ну что сказать не могу. Ну то есть, не говорю, что я вот прямо там плевал на этот галстук. Ну он у меня был, я его носил, я умел завязывать. Это все. И вот эта вся пионерская организация, но она давала иногда даже раскрыться каким-то детям. Вот, допустим, я в детстве ездила каждый год, ну, после 1 класса, то есть начиная, в пионерский лагерь. Так как родители работали очень много, иногда нас отправляли даже там на 3 сезона. То есть это июнь, июль и август. Ну, такое было крайне редко, то есть где-то, ну, на 2 сезона мы точно ездили. И чуть постарше, когда я там лет 10, может быть, 11 мне было, мне стало интересно ходить в пионерскую там комнату, у нас такая была. Я закончила сначала там носила флаг. То есть есть такое было, то есть у нас вот этот ряд, да, флагоносец был, потом как бы на следующий сезон там повысилась, на следующий год закончила курсы барабанщиков, то есть у меня сдавала там, да, у меня есть сертификат даже там барабанщика, да, и уже на линейке, то есть каждое утро у нас все отряды собирались, и я на линейке барабанила, то есть у нас было несколько барабанщиков, это было гордо, да. Ну, в этой же пионерской комнате, уже после того, как я стала ходить, ну, так бы смело заходить в нее, потому что, ну, ребенком я не скажу, что я такая была там со всеми
быстро шла на контакт. То есть у меня были свои подруги, ну и я не была таким там заводилой, там, может, была среди мальчишек, но не среди девчонок. Вот так. И, то есть, вот уже в пионерскую комнату, когда я ходила, там начала рисовать. То есть, и, ну, как-то вот оно все равно какую-то такую давало раскрыться. Ну, сейчас, конечно, кружки, их очень много, но тогда при пионерской вот комнате тоже это были кружки разные, и дети туда ходили. И Все как-то... было бесплатно. Конечно, да. Это все было бесплатно. Я помню, мы даже ходили, у нас недалеко от дома ДСАФ, он до сих пор есть, и мы ходили в 8 классе девочками стрелять из винтовки. Да. Ну, то есть у меня, в принципе, неплохо получалось, но потом нам предложили перейти на пистолеты, вот, и за пули надо было платить. Ну и все уже, то есть так как платить, но мама меня в этом не поддержала. Поэтому стрельба из винтовки закончилась. И очень, ну как-то в какой-то момент, я помню, мне предлагали стрелять из лука. То есть мы ходили, у нас есть такой стадион «Труд», и там, я не помню, что там было за мероприятие, к нам подошел тренер, и он предложил, чтобы мы походили стрелять из лука. А я на тот момент очень увлекалась книжками, там читала Айвенго, то есть про Робин Гуда, и я прям загорелась, и мне так сильно захотелось, что ну как же это классно, да, сходить стрелять из лука. Но опять-таки мама не пустила меня. Я ушел в армию. То есть как раз это все началось в армии, потому что я помнил, к нам приезжал лектор, некто такой Рачков. Он был преподавателем тогда, как же называлось, это в госуниверситете, политэкономию, по-моему, преподавал. И вот он тогда вот как бы к нам в армию приезжал, я с ним там познакомился, потом просто поступил когда на госуниверситет, и оказалось, что он у нас тоже преподает политэкономию. И это был, конечно, ну не скажу, что для меня шок, для меня нормально было, потому что политэкономия это же такая наука, которой можно было потрепаться. То есть я с ним нашел общий язык, и мы с ним вообще были такие друзья. Всю политэкономию мне обычно читали вот так вот. То есть сидит огромная аудитория, он подходит ко мне, вот напротив меня садится, и мне вот так в глаза читает всю лекцию. И вот мы с ним так вот общаемся. Ну, зато я и сдавал, соответственно, ее. То есть он, когда я приходил на экзамен, он говорит, вот у меня к тебе такой вопрос. А я говорю, а у меня к вам такой-то вопрос. И вот с ним потребуемся, он говорит, молодец, иди 5. А всех остальных, знаешь, так по-нормальному. Ну и в принципе, а я знал ее, потому что мы с ним, он мне все время рассказывал, а ребята мне говорили, что ты, говорит, в следующий раз садись, он там, чтобы он к нам не лез. Ну, так как я родилась в Советском Союзе, да, изначально нам всегда преподносили, что у нас, нам очень повезло, у нас самое лучшее детство, там представлялось, то есть мы там рефераты писали, там вырезали какие-то картинки из журналов «Два мира, два детства», где там голодные дети бегут, страдают. И, то есть, ну, там все нам преподносилось, что у нас в западном мире это все очень плохо. Ну, так как мои родители ездили за границу, приезжали всегда с кучей подарков, ну, мы понимали, что это не совсем правда. Да. И когда вот стала вот эта перестройка, времена Горбачева, то есть мы все понимали, что у нас будет сейчас все по-другому. То есть оно, в принципе, изменилось. Были очень сложные моменты, но все равно жизнь какая-то, она повернулась немножко по-другому. То есть открылись границы общения с европейским миром, да. И ну, ничего плохого в этом не было, то есть наоборот, это было здорово. Та же моя работа, да, то есть столько стран я посетила, посмотрела, вот благодаря тому, что занавес этот открылся. И сейчас очень переживаю, чтобы он обратно не закрылся совсем. Но на самом деле время-то хорошее было, если так оглядываться назад. Ну, вот перестройка, то есть какие-то перспективы, это вот эти новые слова тогда с тех вот годов, как раз 80-х, они были, и мы все это почувствовали. Я после армии, помню, приехал,
Во-первых, я никогда не учился, не водил машину. Я поступил и закончил сразу же автошколу хорошую. Ну, было, то есть, вру, я уже учился, то есть я даже приехал, пришел с армии, я еще учился на вечернем на юрфаке. То есть дневной я закончил еще автошколу, начал работать в автобазе связи. Естественно, я пристроил, потому что попасть куда-то было нереально. Отработав там год, я устроился в кооператив. Тогда кооперативы начали уже быть. Тоже мне дали, помню, грузовичок небольшой, ГАЗ-53, по-моему. И я на нем работал, помню, где-то с год. Тоже зарабатывал хорошие деньги. Не знаю, почему там кооператив развалился. После этого я попал в автобазу аэропорта. Там я буквально месяца два поработал при штабе на легковой машине. Потом пересел на скорую помощь. И перед этим я еще тоже, для того, чтобы сесть на скорую помощь, то есть на скорой помощи ездили водители только с первой категории. Раньше была категория водителей. Вот если ты заканчиваешь просто школу, то у тебя нулевая там категория. То есть, чтобы получить, допустим, третью, вторую и первую, то есть первая это самая высшая. То есть надо проработать какое-то количество лет. А я что-то как бы поработал буквально года 3, потом съездил, сдал и на первую категорию и сел на скорую. На скорую где-то тоже проработал года 1,5. Это время я все учился, это где-то получилось 2,5 года. На третий курс юрфака я закончил, это вечернее уже, и пошел в милицию. То есть я пришел в милицию, стажировался, наверное, там с полгода. Потом мне присвоили звание младшего лейтенанта, аттестовали меня. И начал работать в следствии Кировского райотдела милиции. Ну, какой-то момент был, да, дефицита, и мы жили по талонам, то есть нам выдавали такие маленькие бумажки, и мы стояли огромные очереди, чтобы еще мало того, что вот получали вот эти маленькие талончики, часами приходилось стоять в очереди, чтобы получить на эти талончики товар обменять, то есть на масло, там, на сахар, ну, что у нас, на алкоголь были талоны. Ну и, в принципе, в магазинах, да, были пустые лавки. Ну, ты как раз родился в это время. И мой папа, твой дедушка, ездил, помню, на Украину. Там были очень хорошие поставки, ну, к родственникам, к нашим. И там все было хорошо с поставками и с детским бельем. И вот он все, помню, тогда очень многое купил. Привез, да, с Украины. Вырос в украинских теленках, вот, в ползунках. Ну, кое-что, конечно, осталось тебе тоже от твоей двоюродной сестры. Ну, вот такие, да, были такие времена, что в магазинах были пустые полки. Нет, я когда в армии служил, уже Афганистан, то есть как бы был, и он уже потихонечку так закруглялся. Да. То есть мы там тоже дружно все писали, там же пытались поступить коммунистами, и давайте отправьте нас. Нас не взяли. Поначалу меня хотели сразу туда отправить. Но я так понял, что потому что меня еще 3 человек там выбрали, мы должны были лететь туда, то есть закончить эту учебку, учебка именно спецсвязи. И туда отправить. Ну, я так понял, что мама попросила папа что-то там, короче, организовал, и меня тут же убрали с этого направления куда-то в другую сторону, отправили. Ты был готов поехать? Ну, а что, мозгов-то не было, поэтому все там уже, мы хотим туда, ну, нас... Мама сказала папе, говорит, не надо, пожалуйста. Меня развернут, тогда отец уже был, по-моему, так, ну, нормально так, при чинах, он организовал, меня убрали. Оттуда перевели куда-то в другое место. На тот момент я, наверное, все равно была ребенком, и я не могла так глобально смотреть вперед и верить во что-то. Ну, видишь, когда вот эта перестройка вся началась, я училась в 8 классе. Ну, как раз такое, сколько там мне было, 13-14 лет. И уже тогда о коммунизме, вот и о такой вере там, в победу коммунизма уже, ну нет, это все уже просто ушло куда-то туда, в прошлое. Уже никто не думал. Ну, а как бы пораньше там, ну какие сейчас наши дети маленькие, там 10-11-летние, о чем они думают? И дети. Вот. И забивать мозгами, да, там, о вере в будущее, в коммунизм никто не будет. Надеюсь, сейчас. Или в кого-то другого. По молодости мы что-то верили все-таки, что что-то может быть изменится, что мы как-то вот к этому что-то придем. Просто постепенно с опытом и с пониманием складывалась картинка, что это не получится.
Ну, вот особенно потом, когда я в милиции начал работать, я начал уже видеть, что люди совсем разные и по-разному зарабатывают. И начал уже понимание, что ну, этого никогда не будет. Мне показалось, это произошло все постепенно, не в раз. Или, ну, на тот момент, может быть, мы не поняли так, что, может быть, считали, что так оно и должно быть, что каждая республика образовала свое отдельное государство. Ну, не было какого-то такого шока, что мы что-то теряем. То есть, может быть, тогда какая-то пропаганда была она или нет, я уже не помню на самом деле. Ну, я говорю, что там 13-14 лет, там, не знаю, то есть я тогда как раз поступала, мысли были об учебе. По крайней мере, не было какого-то страха, что что-то будет не так в твоем будущем. Не было неуверенности в будущем. Не было. Не было, да, не было. Что будет все плохо, что чем дальше, тем хуже. Нет. То есть, наоборот, были какие-то перспективы на будущее, все как-то, наоборот, представлялось, что вот с каждым годом будет все лучше и лучше. Но, в принципе, теперь, оглядываясь назад, ну, так, собственно, и было. Я помню, мы даже на этом пытались заработать. Потому что мы, вот, помнится, когда особенно Казахстан там начал активно распадаться, мы ездили в Алмату, пытались поменять рубли, то есть на доллары. То есть, наоборот, мы ехали с долларами, чтобы купить по хорошему курсу рубли, ну и на этом заработать. То есть ты знаешь, у меня уже тогда семья, по-моему, была. 91 год же, да, по-моему, все это началось. То есть мы уже с Викой поженились, и мне уже некогда было думать о том, что... То есть была дикая инфляция. Я помню свадьбу нашу, когда мы за 6 тысяч провели свадьбу, а через неделю мы на эти 6 тысяч даже телевизор не могли купить. Потому что уже они ничего не стоили. По чему ты скучаешь из СССР? Есть какие-то вещи, которых тебе сейчас не хватает? Или как это, ну, люди, не знаю, поведение людей, какая-то доброта или что-то? Ну, Сереж, ты понимаешь, я вот все-таки, я на тот момент, вот получается, сознательно, то есть жил-то не так много. То есть в 91 году там, мне было, там, не знаю, 25, может быть, лет. И к этому возрасту начал что-то соображать. Поэтому я тебе скажу, сейчас, конечно, сейчас мне гораздо более комфортно, ну, в данный момент. Там, ну, ничего не было. Ну, да, была квартира. Но больше-то ничего не было за плечами. Ни опыта, ни жизненного, ничего. Ни работы какой-то. То, что люди, ну, люди, по-моему, примерно такие же, как и были и сейчас, и тогда были. Ну, может быть, стали более, скажем так, может быть, злее сейчас чуть-чуть, чем тогда. Но, опять же, вот все-таки раньше, по-моему, честности было больше, чем в данный момент. Люди сильно испортились. То есть много вседозволенности стало. Все-таки раньше, если что-то было нельзя, и кто-то это что-то сделал, какое-то было порицание общественное. Сейчас этого нету. Сейчас, в принципе, каждого как бы хата с краю. То есть не ты один живешь. Живет много людей вокруг. Но делай, чтобы было для всех хорошо, не только для тебя одного. Вот это вот сильное отличие. Раньше как бы вот этого не было. Вот это да. То есть к чему-то нас все-таки социализм приучил к тому, что мы как-то вот пытались не только о себе подумать, а еще думали мы чуть-чуть маленько о других. Вот, ну да, это да. Это отличие большое. Слушай, ну сложный вопрос. Слушай, ну может быть по ценам, когда все это стоило копейки. Вот. Ну, я не скажу, что я скучаю, но как бы тогда, ну, реально какие-то были смешные цены, там, проезд там, на трамвае 3 копейки. Вот. Я, правда, не езжу сейчас ни на трамваях, ни на автобусах. Ну, я не могу сказать, что я почему-то скучаю на самом деле. Но нет такого. То есть тогда был дефицит всего, в принципе, да, и не знаю. У меня нет ностальгии по каким-то старым песням, да, вот, то есть как бывает. То есть вот я живу вот в этом мире вот сейчас. Каждый раз воспринимаю вот то, что есть сейчас. То есть новая музыка, новые фильмы. Ну, не оглядываясь там назад, там, услышав какую-то старую песню, что, ой, давай ее будем слушать и гонять там, нет у меня там где-то там в подборках там
песни 80-х, 90-х, нет такого. Ты бы хотел, чтобы СССР вернулся? Нет, уже не хочу. Сереж, ну это по-разному, много причин. Какой СССР сейчас? Ну зачем нам это надо? Представляешь, столько народов опять в одну кучу запихать. То есть, может быть, не СССР, а может быть, там какое-то объединение, ну, чтобы это у каждого свое было свое государство. Ну, это нормальное явление. То есть, объединение таких как бы арабских стран, там, и у нас как-то ШОС или что-то еще есть. Да, Евросоюз. Ну, и на здоровье. Зачем кого-то пихать в себе? То, что сейчас наши делают, и я, с одной стороны, понимаю, как бы, там, русские, надо русских, но не так же, слушай, вот, чтобы это все вот в такой степени. Ну, мне кажется, это уже невозможно. Я бы хотела просто жить, чтобы все были в мире, жили. Вот. Чтобы каждая страна, ну, даже вот те наши республики, которые отделились, я знаю, что и у них очень много проблем сейчас. Просто чтобы у всех был мир, было вот какое-то и семейное благополучие, и материальное благополучие. Ну, вот так. Вот и все. Надеюсь, вам понравилось это интервью. Если у вас есть еще какие-то вопросы или комментарии или пожелания моим родителям, вы можете оставить это в комментариях под этим видео. Я потом им могу передать, спросить их и, возможно, ответить за них. Также, конечно, не забывайте, что я делаю эту работу совершенно бесплатно на YouTube. Но я буду очень рад, если вы сможете поддержать мою работу на Ko-fi, здесь ссылка, или вы можете перейти на наш Patreon и стать ежемесячным патроном, то есть вы будете поддерживать мой проект каждый месяц, и за это вы получите очень много разных полезных, крутых плюшек. Вот и все на сегодня. Спасибо вам большое, друзья. Желаю вам отличного дня и до скорого. Пока-пока.